Давайте, если у вас есть краткий вопрос, у меня вопрос про выбор. Как вы делаете выбор? Знаете ли вы уже о вариантах, которые есть? Знаете ли вы результат наперед тех или иных выборов? И на что вы опираетесь? На интуицию или логику? При результат сделанных выборов у нас отсутствуют как таковые выборы, как у вас, отдельного индивидуума. То, что вы называете выбором, часто основано на индивидуальных эгоистических интересах. Я ни в коей мере не хочу вас этим как-то обесценить или унизить. Я просто констатирую факт. Поэтому выбор который делаете, часто основан на индивидуальных особенностях эгоистичных, если говорить от слова эго, ваших личных интересов. Поэтому для вас иногда сделать выбор это очень сложно, потому что у вас возможность просчета, она не то что скрыта, вы можете просчитывать результат вашего выбора еще до того, как вы его делаете. Это абсолютно никакая не сверхъестественная способность. Это способность вашего аналитического ума. Но просчитать до конца вам мешает то, что вы накладываете на ваше видение пространства. То есть вы не видите факты чаще, а вы видите желаемый результат. Вы видите ваше искаженное восприятие. Вы можете даже некий факт трактовать как собственное индивидуальное видение. Поэтому это мешает вам простроить цепочку до самого конца в чистом виде. Да, и продолжу. Поэтому, когда вы делаете выбор, и в этом выборе присутствуют еще интересы каких-то других индивидуумов, всегда возникает конфликт интересов. Даже если человек во главу угла ставит интересы другого, все равно бессознательно этого человека будет выдвигать его интерес, который он может подавлять. Но если это его интерес истинный, и он подавлен, он все равно будет выходить и даже с бессознательного уровня его провоцировать на какой-то искаженный выбор. И вот это вот тоже может искажать возможность просчета того, какой будет результат от этого выбора. То есть, делая выбор, вы часто находитесь в внутреннем конфликте. Поэтому вы рассматриваете у вас есть разные трактовки выбора, как это делать, как лучше сделать выбор, как просчитать, как огромное количество всяких аналитических способов, статистических наук, которые просчитывают эти выборы, психологические методики, информация по тому, как надо слушать себя и так далее. Огромное количество разной дополнительной информации, и она, по сути, вся для того, чтобы успокоить ваш внутренний конфликт. В нашем обществе внутренний конфликт отсутствует. Мы действуем с самого нашего рождения, с самого нашего осознания себя как личность в согласии с собой. У нас нет такого термина. Мы не испытываем тех состояний, которые подвергают вас терзаниям, сомнениям в этом моменте. Мы всегда в согласии с собой. Поэтому выбор для нас – это естественное продолжение действия, которое согласуется как со мной, так с окружающим пространством и окружающим меня коллективом. У нас нет выбора или-или. Сделать так, где мне будет хорошо, или сделать так, где будет хорошо окружающим, но мне не очень. Мы в согласии действуем с собой. У нас, по сути, как бы это странно ни звучало, выбор перед нами не стоит. Мы всегда действуем в
в том направлении, которое согласуется с нами, со всеми, с пространством, с индивидуальной душой. И она мне сейчас демонстрирует очень красивую картину, как будто вот раскрывается лотос вот так. И вот то, что раскрывается вот так лотос, в него вкладывает энергию весь коллектив. И вот апофеоз, апогей вот этого вот соединения множества намерений, оно создает вот единый такой красивый очень образ раскрытия этого лотоса. А вы видите реальность, результат видите вашего выбора? Всегда. Поэтому есть согласие. Поэтому есть согласие в действиях. Я просто сейчас ей пытаюсь как бы усвоить то, что она сказала. Я показываю, она говорит, что, про эго я говорю, она говорит, у нас отсутствует эгоцентризм, то, что есть у вас. То есть у нас это качество, то, что в принципе в нашем обществе и в частности очень остро проявляется, особенно в конфликтах, потому что как вот даже эти, своя рубашка ближе к телу и так далее, это как раз проявление эгоцентризма. Это то качество, которое в вашем обществе присутствует, и как раз это качество, оно будет трансформироваться. То есть новая энергия – это энергия коллектива, это чувствование интереса другого на уровне собственного. Это то, к чему будет двигаться ваше общество. Для вас это очень жесткая трансформация. Для некоторых эгоцентризм настолько, это их вектор понимания существования, это опора, они не знают, как по-другому. Поэтому для таких людей времена наступают очень тяжелые, когда они ориентируются исключительно на себя, на свой интерес, эгоцентрический интерес. Я сейчас транслирую, но мне не очень понятно, а это вот как это понять, как это соединение с собой и эгоцентризм здесь что? Она говорит, что здесь эгоцентризм это не соединение с собой, это когда человек во главу угла ставит собственные личные интересы, и его интересы являются главенствующими в его выборе. Он не учитывает интересы, задачи общие, задачи социума, задачи пространства, даже задачи семьи. То есть действие очень так топорно. Если мне хочется, значит и тебе хочется автоматически. Верно. Поэтому еще раз очень мягко показывает, что соединенность с собой, она в первую очередь как проявляется, как вы можете понять, что вы соединены с собой. Вы начинаете воспринимать окружающее пространство, окружающих людей очень мягко. Вы видите человека, видите его потребность. Я не хочу сказать о том, что вы сразу же должны бежать удовлетворять его потребность. Нет. Но вы как очень уважительно относитесь вот к его нахождению. Вот прям вижу его в пространстве, она показывает. Это очень мягкое восприятие другого человека с его особенностями, с его желаниями. И чем больше происходит соединение с собой, чем больше человек начинает чувствовать себя, истинные свои желания, они отличаются от эгоцентризма тем, что человек не пытается их завоевать, их отвоевать в обществе, доказать обществу, вырвать их оттуда, вопреки всему окружающему пространству, не обращая ни на кого внимания. Он начинает действовать с позиции уважения.